Всем привет, меня зовут Петр, ник в игре Look at Me, я капитан команды Snow. Сегодня будет гайд на Вокса. При составлении гайда я воспользовался советами от игрока нашей команды Есона под ником Сосиска, имеющий опыт игры на Воксе больше моего. С момента выхода Вокса весной 2015-го его нерфят, то есть ослабляют практически в каждом ежемесячном обновлении, и тем не менее он все еще остается очень сильным героем. Вокс — это сложный герой, в первую очередь из-за того, что в ранней игре это, наверное, самый слабый герой из всех существующих. Все знают его раннюю слабость и стараются задавить, пока он не начал набирать силу. А силу он набирает с каждой минутой, пока ему позволяют фармить противники. И чем дольше он фармит, тем становится опаснее, постепенно доходя до того, что может делать эйсы практически в одиночку в поздних стадиях игры. Именно поэтому лучшая позиция для него на линии. Ему нужно очень много золота, а также он может скрываться под вышкой от агрессивных противников. Ну а теперь начнем гайд на Вокса. Сегодня расскажу про кристального Вокса, который является более популярным, хотя оружейный также вполне играбельный. Вокс наносит от 34 до 68 базового урона, а также 35% от силы кристалла в качестве бонусового урона с каждой атаки. Вся игра за этого героя строится вокруг правильного использования резонанса, который накладывается в основном от второй способности, которая называется импульс, поэтому в этот раз начнем с рассмотрения второй способности. При использовании импульса Вокс посылает резонанс, который накладывается на всех противников и миньонов в зоне действия. Он также действует на шахтеров, но не действует на турели и кракенов. Понять, попал ли на противников резонанс, можно в момент наложения. Круговые звуковые волны, исходящие от Вокса, меняют анимацию и встречают цель на своем пути, подобно радару, который видит на карте объект. А также вокруг противников появляется желтоватое свечение на период действия резонанса. Резонанс накладывает замедление до 30%, чем ближе к центру, тем оно выше. Но самое главное, резонанс отражает атаки Вокса на всех противников в зоне действия резонанса. Причем при форсировании импульса урон по соседним героям противника на четверть больше, чем урон по той цели, которую вы атакуете. Например, если рядом стоят Ринго и Кошка, отмеченные резонансом, и вы наносите урон по Ринго 100 единиц, то по Кошке будет входить 125 единиц урона. Теперь вы понимаете, почему никогда не стоит группироваться против Вокса в поздней стадии игры. Если он сможет наложить резонанс на всех трех противников, которые собрались в одной куче, все трое будут уничтожены за считанные секунды. При игре за кристального Вокса форсируем вторую способность – импульс. Помимо увеличения прыгающего урона от резонанса, а также замедления, на максимальном уровне этой способности существенно уменьшается восстановление до 8 секунд. Противники могут заблокировать наложение резонанса отражающим блоком, горнилом либо эгидой, имейте это в виду. Первая способность, которая называется ультразвуковой скачок, работает на атаку только на цели, отмеченные резонансом. Конечно, ее можно использовать и без резонанса, чтобы догнать кого-то или убежать самому, но если вы хотите нанести урон, убедитесь, что цель находится под резонансом. Вокс совершает прыжок в указанном направлении, дважды атакуя противника с приоритетом на героев врага. Например, если на линии вы зацепите 5 миньонов резонансом и одного героя врага, а потом используете ультразвуковой скачок, то двойная атака будет нанесена по герою врага. Ульта у Вокса называется ультразвук, и это один из двух героев в игре, способных наложить сало на противников. Сленговый термин сало произошел от английского silence – тишина, и означает, что под действием сала враги не могут использовать способности и предметы, а могут только бегать и автоатаковать как крипы. У Вокса длительность сала на всех уровнях прокачки ультразвука составляет всего 0,7 секунды. Кажется, что это мало, но на деле именно это сало выигрывает сражение, потому что сразу после сала Вокс наносит урон взрывной волной по площади и накладывает резонанс на всех противников, что позволяет уничтожать группы врагов, которые неудачно собрались в кучу. Заблокировать сало Вокса практически невозможно, потому что анимация занимает доли секунды, в отличие от сала Катрин, которая хорошие саппорты блокирует горнилом, но об этом смотрите следующие гайды. Прокачка ульты на максимальный уровень уменьшает восстановление и увеличивает урон, поэтому прокачиваем ее на максимальный уровень. Тем не менее, если на 12 уровне вы прокачаете не ульту, а первую способность на максимальный уровень, это не будет являться ошибкой, а зависит от стиля игры противников. Кому-то чаще нравится использовать сало, кому-то чаще прыгать ультразвуковым скачком. Первым предметом для кристального Вокса на линии может быть либо револьвер, либо защитный предмет первого уровня, в зависимости от оппонента на линии, либо ода героям. Защитный предмет первого уровня и ода героям помогают дольше стоять на линии, потому что Вокс очень слаб в ранней игре. Но я предпочитаю защиту, потому что
оду героям, кристальному воксу, потом придется продавать, так как она занимает место, а это потеря золота. Но с защитой добивать крипов на линии непросто, поэтому обязательно потренируйтесь, делай последние удары в режиме тренировки. Если получается плохо, покупайте первым револьвер, он потом все равно пригодится для покупки переменного тока, фармить с ним проще. Первым итемом третьего уровня на кристального вокса может быть переменный ток либо ударная волна. Переменный ток в дальнейшем позволит наносить больше урона по группам врагов, Aftershock сильнее в ранней стадии игры и наносит больше урона единичной цели, а также уменьшает восстановление способностей. Но я предпочитаю переменный ток, он также дает и скорость атаки, с которой удобно катить врагов, то есть убегать и параллельно настреливать по ним, чередуя нажатия по врагу и направлении, в котором бежите. После переменного тока я беру тяжелую призму за 1050 золота. После этого смотрю, как складывается наша игра. Если я понимаю, что игра идет более-менее равная, либо наши лесники имеют преимущество, а противники не купили много защиты от кристальных атак, я покупаю осколок кристалла, что позволяет наносить огромное количество урона по врагам. Параллельно я покупаю ботинки первого уровня и отражающий блок, который является, пожалуй, самым важным предметом для Вокса, а его правильное использование может решить исход сражения. Вокс — это тонкий герой, который должен наносить много урона, а значит, что он не может позволить себе покупать много защиты, иначе толку от такого Вокса будет немного. Поэтому, например, если Кошка или Джоуль попадают в Вокса станом, за ними сразу же залетит вся команда врага и моментально уничтожит Вокса в этом сражении. Обычно все усилия союзников сводятся к тому, чтобы защитить Вокса, и на него прожимаются все защитные итемы и используются все способности. Тем не менее, хороший Вокс должен уметь хорошо применять отражающий блок. Продолжим закупать предметы для Вокса. В удачной игре, когда мне противники позволяют фармить, после осколка стекла я собираю разрушенный миф. С этими тремя предметами Вокс наносит огромный урон, поэтому дальше ему необходимы только защитные предметы. Рассмотрим второй вариант развития событий, при котором игра не складывается очень удачно. В таком случае после переменного тока и тяжелой призмы я беру параллельно защиту и разрушенный миф, после чего третьим предметом становится канун жатвы. С таким порядком сборки итемов Вокс выживает гораздо дольше, но в то же время наносит меньше урона в ранней и средней стадии игры. Всем спасибо за просмотр. Хотите смотреть полные игры нашей команды в ранговых матчах против других игроков уровня Бог Вейнглори? Следите за нашими стримами, все ссылки в описании. Пропустили стрим? Не беда, записи всех игр есть в разделе «Прошлые трансляции». Всем пока.